Всем привет! Сегодня мы закончим вязание мышек, крысок вот этой вот игрушкой. Это у нас крыса получается. Похоже больше на крысу мордочка, нежели на мышку, да? Наступает 2020 год. Год мыши, кто-то говорит год крысы. Вот, мы вязали с вами мышей. Вот здесь сегодня свяжем с вами крысу. Вот такая вот миленькая получилась крыска в платьюшке с украшениями. В сидячем положении она у меня, потому что я пришила ножки вот в таком виде. Хвостик использую я как поддержку для того, чтобы она сидела. В таком положении высота у этой мышки 21 сантиметр. Вот, что нам для этого надо. Для этой крыски нам понадобятся глазки. Если у вас глазки чуть-чуть поменьше, то я думаю, было бы в самый раз. У меня нету размера среднего между вот этим и поменьше глазами, которые у меня. Мне пришлось эти глазки присоединять. Они у меня 15 миллиметров. Вот. Если есть плоские глазки, вот, там миллиметров, к примеру, 13, вот, были бы в самый раз чуть-чуть буквально поменьше. Ну, даже и такие, как видите, да, думаю, вроде бы ничего смотрится. Вот так. Глазки. Вязать буду я крючком номер 2,5, а снуд вязать буду я номером 3, чуть побольше. Ну, соответственно, ножницы, иголочка для сшивания широким ушком, иголочки такие вот для фиксации пригодятся. Фиксации там ушки надо, когда примерять, фиксировать. Вот. Использую я вот такую вот палочку для того, чтобы раздвигать ряды, чтобы вставить глаз, потому что ножки толстые. Вот. Пряжа у меня серая для тела. Если у вас есть белая, то будет такая вот миленькая беленькая крыска. Вот. Для платьюшка я использую вот такой вот оранжево-рыжий морковный цвет. Даже не знаю, как его обозначить. Вот оранжевый, да? Больше на оранжевый. Ну, на камеру он немножко по-другому выглядит, нежели вживую. Вживую он более морковный. Дальше вот такой вот розовый цвет для носика. Ну и, конечно же, наполнитель. Для украшения использовала вот такие вот цветочки. Ну и черный цвет для того, чтобы сделать реснички. В принципе, и все, что нам нужно для этой крыски. Начинаем вязать с головы. Берем цвет тела и вяжем. 6 столбиков провязываем в кольцо. Провязали, стянули колечко. Теперь делаем прибавки. Провязываем 6 прибавок подряд в каждый столбик. Берем маркер. Дальше третий ряд провязываем 3 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. В ряду у нас будет 15 столбиков. 3 столбика и прибавка. Следующая прибавка у нас будет такая. 2 столбика. Прибавка. Затем 4 столбика.
прибавка. Опять 4 столбика. Прибавка. И последние 2 столбика. То есть мы в этом ряду делали 4 столбика и прибавка, повторили 3 раза. Только первые 4 столбика мы разделили пополам. Поэтому получилось в начале у нас 2 столбика и в конце 2 столбика. Следующий ряд у нас по счету 5. В 5 ряду мы провяжем получившийся здесь 18 столбиков. Без изменения. В 5 ряду 18 столбиков. 6 ряд. Продолжаем делать прибавки. Вяжем 5 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. 4, 5. Прибавка. Следующий ряд у нас 7. В 7 ряду у нас 6 столбиков и прибавка. Но вначале мы провяжем эти 6 столбиков, разделим их пополам. Вначале провяжем 3 столбика. 3 столбика, прибавка. И дальше мы вяжем 6 столбиков и прибавка. И в конце у нас останется 3 столбика. В ряду у нас 24 столбика. Теперь 8 ряд провяжем эти 24 столбика без изменения. Девятый ряд у нас прибавки. 7 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. Десятый ряд. 8 столбиков и прибавка. Повторим 3 раза. Но вначале мы разделим эти 8 столбиков. Провяжем 4 столбика. Прибавка. Затем повторим еще 2 раза. И в конце у нас останется 4 столбика. Повторяем 2 раза. 8 столбиков и прибавка. В конце остается 4 столбика. Провязали. В ряду у нас 30 столбиков. В 11 ряд провяжем эти 3 столбиков без изменения. 12 ряд. В 12 ряду у нас 9 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. Следующий ряд 13. В 13 ряду у нас 10 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. Но вначале мы первые 10 столбиков разделим пополам. Вяжем 5 столбиков и прибавка. И дальше вяжем 10 столбиков и прибавка 2 раза оставшихся и последние 5 столбиков. В ряду у нас получилось 36 столбиков. 14 ряд вяжем 36 столбиков без изменения. 15 ряд 11 столбиков и прибавка. Провязываем 3 раза. Повторяем. В ряду у нас 39 столбиков. 16 ряд. Провязываем 12 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. В начале 12 столбиков разделим пополам. Вяжем 6 столбиков. И прибавка. Оставшиеся столбики провязываем 2 раза. 12 столбиков и прибавка. Повторяем 2 раза. И в конце остается 6 столбиков. И в ряду у нас 42 столбика. 17 ряд.
17 ряд вяжем прибавки таким образом. Провязываем сначала 12 столбиков. Дальше вяжем 2 столбика и прибавка, повторяем 6 раз. Начнем с прибавки. Сделаем прибавку, затем провяжем 2 столбика. Затем опять прибавка, и опять 2 столбика. Повторяем так 6 раз. И вяжем оставшиеся 12 столбиков до конца ряда. И в ряду у нас получается 48 столбиков. Дальше 18 ряд. Вяжем опять 12 столбиков без изменения. Провязываем. И дальше вяжем 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. Провязали и оставшиеся 12 столбиков вяжем до конца ряда. В ряду у нас 54 столбика. 19 ряд. Вяжем 54 столбика без изменения. 20 ряд. Продолжаем делать прибавки. Вяжем 12 столбиков в начале. Теперь вяжем прибавка 4 столбика. Повторяем 6 раз. Прибавка 4 столбика. И провязываем оставшиеся 12 столбиков без изменения. В ряду у нас 60 столбиков. Теперь 21 ряд. Вяжем без изменения 60 столбиков. 22 ряд. Вяжем 12 столбиков сначала. Далее вяжем 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И провязываем оставшиеся 12 столбиков без изменения до конца ряда. 66 столбиков у нас в этом ряду. Теперь с 23 по 29 ряд 7 рядов вяжем 66 столбиков. Следующий ряд у нас 30. Начинаем делать убавки. Вяжем 9 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И убавка за передние полупетли. В ряду у нас осталось 60 столбиков. Дальше у нас 31 ряд. Вяжем 60 столбиков без изменения. 32 ряд. 8 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас остается 54 столбика. 33 ряд. Вяжем 54 столбика без изменения. 34 ряд. 7 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз.
и убавка. В ряду осталось 48 столбиков. Следующий ряд с убавками 35. Провязываем 6 столбиков и убавка. В ряду остается 42 столбика. Затем вяжем 36 ряд, где делаем 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду остается 36 столбиков. На этом этапе вставляем глазки. Глазки вставляем между 18 и 19 рядом. Отсчитываем от начала 18 рядов, между 18 и 19 вставляем глазки. Между глазками расстояние 14 петель. Находите это место там, где у нас глазки будут стоять, там, где у нас ряды. Значит, 18 ряд у нас как раз таки начинается, где мы вязались в начале сначала 6, вернее 12 столбиков провязали, делали прибавки. Потом в конце у нас были 12 столбиков. Вот находите этот ряд, это у нас 18. И вот примерно вот это вот расстояние, да, где у нас были 6 прибавок, повторялись, да, вот тут вот посерединке получается. А по бокам у нас шли 12 столбиков без изменений через ряд. Ряд у нас был без изменений, затем опять мы делали прибавки. Вот так вот посерединке были у нас 3 прибавки. По бокам было по 12 столбиков без изменения. И вот это место располагаете сверху. И в этом месте у вас будут глазки, не снизу. Главное, правильно расположите голову. Она у вас сама вырисуется. Часть вот эта будет выпуклая. Вот в этом месте будут глазки. Вставляете глазки. Вот если они у вас на безопасном креплении. Если на клеевой основе, то это сделайте уже в конце вязания. Итак, а мы продолжаем вязать дальше. Дальше у нас следующий ряд, это 37. В 37 ряду у нас будет 4 столбика и убавка. Повторим это 6 раз. Столбика и убавка. Голову можете уже набивать плотненько. И когда будете набивать, старайтесь не делать вот тут вот сильно вот такую часть. Сглаживайте вот это расстояние. Вот. С синтепоном внутрь сглаживайте, чтобы лоб плавненько переходил. Не резкий вот так вот перепад был. Вот. Потому что все зависит от того, как мы набивать будем голову. Форма головы и вид игрушки будет от этого зависеть. Вот. Так, продолжаем так делать убавки. В ряду у нас останется 30 столбиков. Следующий ряд у нас с убавками 38. В 38 ряду делаем 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. Мы потихонечку заканчиваем вязание. 3 столбика и убавка. В ряду осталось у нас 24 столбика. 39 столбик, 39 ряд, 2 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. Не забываем набивать игрушку параллельно вязанию. 2 столбика и убавка. В ряду у нас осталось 18 столбиков. 40 ряд делаем столбик и убавка. Повторим 6 раз. Останется у нас 12 столбиков. Столбик и убавка. Ну и последний у нас ряд, 41. Это мы делаем 6 убавок подряд. И стягиваем потом оставшиеся 6 столбиков за передние полупетельки будем стягивать. Делаем 6 убавок подряд. Сделали последний ряд с убавками, отрезаем ниточку покороче
потому что пришивать голову мы будем к телу не отсюда, а с тела, потому что у нас здесь голова заканчивается вязание сзади. Здесь у нас должно быть все аккуратненько спрятано. Пропускаем вот так вот ниточку через 6 столбиков за передние полупетли, стягиваем и прячем ниточку. Вот так вот аккуратно у нас должно получиться. Не забудьте зафиксировать обязательно кончик, чтобы не распустилось. Вот такая вот пока у нас получилась голова. Вот. Откладываем ее в сторону. Пока у нас что-то непонятное получилось. Откладываем в сторону. Дальше вяжем ушки. Берем ту же пряжу и набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Провязали, стянули колечко. Второй ряд делаем прибавки в каждый столбик. И в ряду у нас 12 столбиков. Во втором. Третий ряд у нас столбик и прибавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас 18 столбиков. Столбик и прибавка. Дальше у нас четвертый ряд. 2 столбика и прибавка. Начинаю я эти 2 столбика делю пополам в начале. Вяжу 1 столбик, делаю затем прибавку. И дальше вяжу 2 столбика и прибавка. После последней прибавки в конце у меня остается 1 столбик. В ряду у нас 24 столбика. Дальше пятый ряд. Провязываем 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. Три столбика и прибавка. Как вы заметили, да, что когда вязали голову, когда вяжем сейчас тоже круг, я вяжу ряды с прибавками со смещением. Парные парные столбики, где у нас прибавки идут с парными столбиками, я разделяю в начале эти парные столбики пополам, чтобы смещать ряды. Вяжем так до конца ряда, и в ряду у нас 30 столбиков. Шестой ряд. Провязываем 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас 36 столбиков. Начинаю я сначала провязывать 2 столбика, затем прибавка. И далее вяжу 4 столбика и прибавка. В конце у меня после последней прибавки остается 2 столбика. Далее седьмой ряд, 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас 42 столбика. Теперь с 9 по 14 ряд нет, сейчас, секундочку. Мы еще 8 ряд не провязали. 8 ряд вяжем 42 столбика. Теперь с 8 по 14 ряд вяжем 7 рядов без изменения, 42 столбика.
Дальше вяжем 15 ряд. В 15 ряду делаем 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас остается 36 столбиков. Шестнадцатый ряд вяжем 4 столбика и убавка, повторяем это 6 раз, и в ряду у нас остается 30 столбиков. И последний ряд, 17, провязываем 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз, в ряду у нас 24 столбика. Ушко набивать не надо, складываем его пополам и провязываем 2 половинки вместе соединительными столбиками. Вот так вот. Захватили рабочую нить и пропустили сквозь петелечку за обе половинки. Пропускаем иголочку, крючок, захватываем рабочую нить, пропускаем сквозь петлю, которая у нас на крючке. Так, делаем воздушную петлю и отрезаем рабочую нить, чтобы можно было пришивать ею. Втаскиваем, стягиваем, и вот такое вот ушко у нас получилось. Все, вяжем так второе ушко. Я связала 2 уха. Откладываем в сторону пока. Дальше будем вязать руки. Берем ниточку, цвет тела и продолжаем дальше вязать. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Три, 4, 5, 6. Стягиваем колечко. Теперь делаем прибавку. Чередуем столбик и прибавка. Повторяем это 3 раза. Вот, в ряду у нас должно получиться 9 столбиков. Столбик и прибавка. 3 раза. Следующий ряд, 3, вяжем 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. 2 столбика и прибавка. 4 ряд делаем прибавки. 3 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. 3 столбика и прибавка. 5 ряд, 4 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. Так, в ряду у нас 18 столбиков. Теперь 6 ряд вяжем 18 столбиков без изменения. Седьмой ряд начинаем так.
сделаем одну шишечку. Это у нас будет пальчиком. Поэтому делаем накид для этого. И в первый столбик провяжем 4 накида, не заканчивая. Вяжем столбики с накидом, но не провязываем до конца, просто провязываем накиды. Сделали один накид, далее опять второй накид, третий накид, четвертый. Провязали 4 накида не до конца и пропускаем рабочую нить сквозь все петелечки на крючке и делаем воздушную петлю. Вяжем дальше. Дальше вяжем 17 оставшихся столбиков до конца. Восьмой ряд. Делаем в начале одну убавку. Она у нас получается перед шишечкой петелька и над шишечкой. Вот эти две петельки мы делаем убавку. Сделали убавку и оставшиеся 17 столбиков вяжем до конца. Дальше 9 ряд. Вяжем. В итоге у нас здесь получилось в 8 ряду 18 столбиков. 9 ряд. Делаем 4 столбика и убавка, повторяем 3 раза. В ряду у нас должно остаться 15 столбиков. Вяжем 4 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. Теперь с 10 по 14 ряд 5 рядов вяжем без изменения 15 столбиков. Следующий ряд у нас 15. Делаем в начале одну убавку. И вяжем дальше 13 столбиков до конца ряда без изменения. Дальше с 16 по 20 ряд у нас здесь получилось 14 столбиков. Вяжем эти 14 столбиков 5 рядов без изменения. 16 по 20 ряд. Плотно наполните нижнюю часть ручки. Дальше наполняйте так, умеренно. Не сильно слабенько, но и не плотно, чтобы не расширялась эта пряжа. Следующий ряд у нас 21. Вяжем сначала убавку. И затем 12 столбиков до конца ряда. Далее с 22 по 26 ряд 5 рядов вяжем 13 столбиков, которые у нас получились сейчас. Вяжем без изменения 5 рядов. 27 ряд. Делаем в начале одну убавку. И вяжем 11 столбиков до конца ряда. В ряду у нас получается 12 столбиков остается. И теперь с 28 по 34 ряд 7 рядов мы провяжем 12 столбиков без изменения. И наполняем параллельно ручку. Все наполнили, а теперь мы провяжем. Тут у нас получится столбиков 3, а то 4, чтобы вот этот, вот потом мы сложим вот так вот пополам нашу ручку,
чтобы пальчик был сбоку. Чтобы нам его сложить и прошить, провязать вместе, надо немножечко довязать до края. Поэтому у меня здесь не хватает. 1, 2, 3, 4, даже 5 столбиков. Вот. Провязали, складываем так вот ручку пополам и провязываем 2 края вместе столбиками без накида. И я еще за один ножичек последнего столбика захвачу еще, провяжу 6-й столбик. Вот так. Делаю воздушную петлю и отрезаю ниточку для пришивания. Вяжем так 2 ручки. Ручки откладываем в сторону. Теперь будем вязать ножки. Теперь вяжем ноги. Ноги у нас будут состоять из 2 частей. Стопа, нижняя часть и верхняя часть. Сейчас будем вязать нижнюю часть. Итак, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем. Теперь провязываем 6 прибавок в каждый столбик. И получаем 12 столбиков в ряду. Следующий ряд провязываем. Это у нас будет 3-й. Столбик прибавка повторяем 6 раз. В ряду у нас 18 столбиков. Столбик прибавка. Столбик прибавка и так далее до конца ряда. Следующий ряд 4-й вяжем без изменения 18 столбиков. Пятый ряд 2 столбика и прибавка повторяем 6 раз. Теперь 6-го, в итоге мы получили в 5-м ряду 24 столбика. Теперь с 6 по 9 ряд, 4 ряда, провязываем эти 24 столбика без изменения. Десятый ряд вяжем 6 столбиков и убавка. Повторим 3 раза. С 11 по 18 ряд вяжем без изменения 21 столбик, который у нас получился в 10 ряду. С 11 по 18 ряд 21 столбик без изменения, 8 рядов вяжем. Девятнадцатый ряд вяжем 5 столбиков и убавка, повторяем 3 раза. Столбиков и убавка. 20 ряд 4 столбика и убавка, повторяем 3 раза. 4 и убавка. В ряду у нас в 20-м 15 столбиков. Набиваем ножку достаточно плотно и продолжаем дальше делать убавки.
21 ряд, столбики убавка, повторим 5 раз. В ряду останется 10 столбиков. Наполняем опять ножку и провязываем последние убавки, 5 убавок подряд. Отрезаем ниточку, вытягиваем и пропускаем этот хвостик, кончик нас через каждые 5 столбиков за передние полупетли, чтобы стянуть нам край. Вот что у нас должно получиться. Пока откладываем это в сторону. Дальше вяжем верхнюю часть ножки. Для этого мы вначале оставим такой вот достаточно длинный кончик, чтобы потом нам пришить к телу, потому что эта часть будет пришиваться к телу, откуда мы начинаем. И уже отсюда дальше набираем 15 воздушных петель. Набрали. Соединяем в кольцо. Внимательно смотрите, чтобы не перекручено было. Соединительным столбиком. Соединились. Теперь, не делая петли подъема, мы будем вязать по спирали. Вяжем 15 столбиков без изменения до 10 ряда. Сейчас у нас будет первый ряд. Вот с 1 по 10 ряд провязываем 15 столбиков. Чтобы не путать ряды, в начале ряда ложим маркер и вяжем столбики без накида. 14, вот и последний столбик у меня будет 15. Мы провязали за воздушные петли нашей цепочки, первый ряд. Теперь ложим маркер и вяжем дальше. Вяжем дальше 15 столбиков в ряду до 10 ряда. Это у нас уже второй ряд. Вот такая вот у нас деталька должна получаться. Вот 10 рядов провязаны. Вот такая вот деталька. Дальше 11 ряд. Провяжем 5 столбиков. Так, раз, два, три, 4, 5. Сделаем теперь 5 прибавок подряд. Раз, два, три, 4 и 5. И провязываем оставшиеся 5 столбиков до конца ряда. 4, 5. Все, маркер убираем. Делаем соединительный столбик, чтобы выровнять ряд. Воздушную петельку для закрепления ниточки. И отрезаем такой вот достаточно длинный кончик, потому что это у нас нижняя часть. Вот это вот. Вот этой частью мы будем пришиваться к нашей стопе. Мы сначала пришьем вот так вот стопу. Вот здесь вот от последнего столбика, последнего ряда, где мы делали, стягивали наши 5 столбиков, отсчитываем 1, 2, 3 и на 4-м
между третьим и четвертым начнем, да, или да, между третьим и четвертым рядом будем пришиваться. Вот так вот располагаем, фиксируем нашу ножку, верхнюю часть иголочками, вот так, чтобы она у нас пришилась кругом, кругленьком получилось. Вот, стараемся постоянно контролировать. Вот так вот. Вот так вот пришиваемся по кругу за каждый столбик. Пришьемся и дальше еще будем делать здесь пальчики. Вот так вот сдавим и сформируем пальчики. Но для начала пришьем верхнюю часть. Так, я пришила верхнюю часть. Вот так вот получилось. Вот, смотрите, теперь у меня осталось еще достаточно ниточки. Я думаю, мне ее хватит. Если вдруг у вас осталась короткая ниточка, то берете подлиннее, привязываетесь здесь, ну, пропускаете, начинаете отсюда, иголочку вводите, чтобы хвостик тут остался внутри, да, в начале. Вот, здесь привязывайтесь. Привязывайтесь где? Значит, от середины отсчитываете 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Между пятым и шестым рядом примерно на глаз делите на 3 части, на 3 половиночки. Вот так вот на глаз примерно. Здесь не особо так как бы внимательно смотрите. Ну, получается, тут 3, если я делю пополам, вернее, на 3 части, то у меня 3 столбика здесь посерединке получается между краями. Вот. И привязываемся здесь. Я привязываюсь. Пропустила я оттуда сюда. Здесь привязываю, чтобы держалась крепко ниточка. Будем формировать пальчики. Вот. Теперь что мы делаем? Пропускаю иголочку сюда. И здесь отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. И примерно вывожу иголку сзади. Вот так вот смотрю. Примерно на глаз. Вывела. Стянула. Обхватила. Опять сюда же. Ввожу иголку. Сюда же вывожу. Вот так вот мы формируем пальчик. Стянули. Видите, да? Теперь я буду вводить иголочку сюда. Выведу я, вот как мы с вами решили, через 3 столбика сюда. Пропускаю 3 столбика и выведу сюда ее. Натяжку держу ниточку. Ввожу и через 3 столбика где-то примерно получится вот здесь. Вывела и эту затянула. Также обхватываем. Так, немножко здесь, наверное, я подальше. Потому что не посередине получается. Не одинаково, вернее. Вот. Вот, а здесь получается 1, 2, 3 столбика вывожу сюда. Сюда же. Вот. И обтягиваю пальчики. Вот так вот 3 пальчика, чтобы у нас получилось. Еще раз. Туда же, туда же. Натянули. И еще раз натянули. Вот такие вот пальчики сформировали. Вводим иголочку. Вот сюда выводим где-нибудь назад. Вот так. Натяжечку немножко. И здесь делаем узелочек, чтобы ниточка наша держалась. Вот так. Все, зафиксировали. Я думаю, она никуда не денется. И прячем. Ниточку прячем и обрезаем. Вот такие вот ножки у нас получились.
Откладываем пока ножки в сторону, потом будем заполнять верхнюю часть, когда будем пришивать к телу. Дальше теперь будем вязать тело. Итак, кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Будем вязать сейчас прибавки обычным способом, без смещений. Значит, начиная со второго ряда делаем прибавки. Во втором ряду сейчас делаем в каждый столбик прибавку и получаем 12 столбиков. Затем столбики прибавка 18 столбиков. Потом 2 столбика прибавка, 3 столбика прибавка. Вы помните, да, как вяжется круг? Так вяжем обычный круг до 9 ряда, в котором у нас будет 7 столбиков и прибавка в ряду 54 столбика. Провязываем этот круг и встретимся в 10 ряду. Вот, провязали мы вот такой вот круг. Теперь с 10 по 21 ряд 12 рядов мы провяжем 54 столбика, которые у нас получились в 9 ряду. Итак, с 10 по 21 ряд вяжем без изменения 54 столбика. Провязали 12 рядов. Теперь 22 ряд. Делаем убавки. 7 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду останется 48 столбиков. Два, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка. Теперь с 23 по 25 ряд, то есть 3 ряда, вяжем 48 столбиков. Значит, вяжем 3 ряда без изменений, 48 столбиков. Двадцать шестой ряд. Провязываем 6 столбиков и убавка. Повторяем это 6 раз. И в ряду остается 42 столбика. 2, 3, 4, 6 столбиков и убавка. Следующие 3 ряда с 21, вернее с 27 по 29 ряд мы вяжем без изменений, 42 столбика. Провязываем 3 ряда без изменений. 30 ряд. Делаем убавки. 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 36 столбиков. Столбиков и убавка. Далее следующие 3 ряда с 31 по 33 вяжем 36 столбиков без изменения. С 31 по 33. В 34 ряду меняем пряжу на цвет платья. И поэтому заканчивать последний ряд я буду этим цветом. Заканчиваю я ряд 33 цветом платья. Так. Теперь ниточку мы эту обрезаем. Будем вязать за задние полупетли, за задние стеночки петли. Вяжем 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз.
за задние стеночки петли провязываем 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. Убавку я делаю именно вот так, за задние стеночки, потому что так как я делаю за передние стеночки, мне неудобно, тяжело. Хватается 2 петли вместе. Итак, 4 столбика и убавка. 4 и делаю так вот убавку. Захватили петелечку рабочую и со второй петли захватили рабочую нить и провязали 2 петли вместе. И так вяжем до конца ряда. 6 убавок у нас получится. В ряду останется 30 столбиков. Дальше провязываем опять 3 ряда без изменений. С 35 по 37 ряд 30 столбиков вяжем без изменения. В 38 ряд провязываем 3 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. В ряду остается 24 столбика. Можно уже наполнять тело. Провязываем еще 3 ряда без изменения. Это у нас будет 39, 40 и 41. 24 столбика в ряду. Провязываем эти 3 ряда без изменения. Нить закрепляем и отрежем для пришивания головы. Но голову пока пришивать не будем. Сначала мы свяжем платьечко, потому что нам надо будет привязаться к телу, чтобы удобно нам было, пока мы не будем пришивать голову. Провязываем 3 ряда, отрезаем ниточку и будем дальше вязать платье. Вяжем хвостик. В кольцо набираем 6 столбиков. Провязали, затянули колечко. Теперь провязываем 3 ряда без изменения, 6 столбиков. Параллельно набивайте хвостик, потому что потом вы не сможете его, неудобно будет, его очень тяжело будет наполнить. Провяжите до 4 ряда без изменения 3 ряда. Провязали. Теперь 5 ряд. В 5 ряду делаем в начале одну прибавку и провязываем 5 столбиков без изменения. Получим 7 столбиков в ряду. В начале делаем прибавку, затем провязываем 5 столбиков. Теперь с 6 по 10 ряд мы вяжем без изменений. 7 столбиков. Получается 5 рядов. Провязываем без изменений. Я вот провязала. Теперь в 11 ряду делаем прибавку в начале и провязываем 6 столбиков. Теперь с 12 по 18 ряд 7 рядов провяжем 8 столбиков, которые у нас сейчас получились. Провязываем без изменений 7 рядов с 12 по 18. Не забываем наполнять хвостик синтепоном. 19 ряд делаем опять в начале прибавку. И провязываем 7 столбиков без изменений. В ряду получаем 9 столбиков. Теперь провяжем 40 рядов. Так вот, длинненький хвостик получится с 20 по 59 ряд. 40 рядов провяжем эти 9 столбиков. Нить закрепим, отрежем для пришивания.